Сегодня в выпуске подведем итоги национального аудита компании и обсудим разработку ТО для проекта в Казахстане. Покажем эксклюзивные детали фидерной линии в Индонезии, а также расскажем, с какой целью офис UST посетила делегация из технического университета. Это главные события UST Inc. И теперь обо всем подробнее. Завершена разработка технико-экономического обоснования для транспортно-инфраструктурного комплекса UST в Казахстане. Согласно проекту, пункты Каскелен и Барлык соединит двухпутная рельсо-струнная трасса протяженностью почти 12 километров. В состав комплекса войдут 4 пассажирские станции, 3 сервисных центра и другая необходимая инфраструктура. Для перевозок будет сформирован парк подвижного состава из 50 местных юнимобилей «Карат». После запуска линии время в пути между указанными станциями в Алматы сократится с 60 до 12 минут. Средняя скорость движения струнного транспорта составит около 70 км в час. Для Алматы и Алматинской области проект создания пассажирского транспортно-инфраструктурного комплекса UST является эффективным способом решения актуальных задач и проблем пассажирского транспортного сообщения. В настоящее время в рамках проекта уже разработано технико-экономическое обоснование, в котором с учетом основных природно-географических и климатических особенностей, с учетом рельефа местности, проработана трассировка будущего комплекса, определено месторасположение объектов инфраструктуры, это пассажирские станции, это транспортно-пересадочные узлы. После согласования с региональными властями параметров будущего комплекса, которые предложены в рамках данного технико-экономического обоснования, можно будет уже перейти к оформлению договорных отношений сторон и непосредственно уже к разработке проектно-конструкторской документации. В целом, правительство Алматинской области проявляет активный интерес к технологии струнного транспорта и определенно заинтересована в продолжении будущего сотрудничества с нашей компанией. Офис UST Inc. посетила делегация Белорусского государственного технологического университета. В ее составе ректор Сергей Каспирович, а также руководители профильных кафедр университета. Темой встречи стало знакомство с проектами и разработками компании, областью применения и перспективами развития комплекса UST. По итогам встречи стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия и наметили направление дальнейшего сотрудничества. Нас посетила делегация из БГТУ во главе с ректором Каспировичем. Они посетили наш отдел биотехнологий, архитектурный отдел и несколько конструкторских бюро. Отдельное внимание было уделено участию студентов университета в нашем конкурсе международном научно-инженерных работ. В компании завершена проверка финансовой отчетности, проходившая в соответствии с Законом Республики Беларусь об аудиторской деятельности и национальными стандартами. По итогам аудита подтверждено, что бухгалтерская отчетность компании достоверна и в существенных аспектах отражает ее финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2025 года. Финансовые результаты деятельности и изменения финансовых показателей, включая движение денежных средств за отчетный год, представлены в полном соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. По итогам деятельности компании за 2025 год выручка от реализации проектов по сравнению с 2024 годом увеличилась почти на 65%. Рост прежде всего связан с расширением инженерных разработок, подготовкой новых транспортных решений и увеличением объема проектирования. Аудит еще раз свидетельствует о переходе компании от демонстрационного этапа к промышленному внедрению технологий. Юницкий Нусантара Technologies продвигает в Индонезии фидерную линию струнного транспорта в агломерации Депок. Она должна связать густонаселенный пригород со станцией легкорельсового транспорта Харджамукти, откуда местное население добирается на работу в столицу страны Джакарту.
Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства и прошел путь от презентации и консультаций в Минтрансе Индонезии до подготовки технико-экономического обоснования. Хочу сказать, что мы провели большую работу и видим заинтересованность со стороны правительства. То есть они реально нам задавали правильные вопросы, технические вопросы. Не было ощущения того, что вопрос, знаешь, такой простой, как будто бы они хотят отказаться. Нет, они действительно заинтересованы, технология имеет высокий потенциал, и в этом районе очень высокая загрузка дорог. Поэтому я оцениваю как очень высокие шансы на реализацию данного проекта. Это был дайджест UST, только самое главное и интересное. Хотите узнать больше? Заходите на наш сайт, подписывайтесь на YouTube-канал и другие социальные сети, чтобы не пропустить следующий выпуск.